Из-за того, какие годные игры в сегодняшней подборке, мне пришлось удалить все свои старые шутеры, гонки и аркады из своего телефона. Сегодня я покажу тебе действительно охренительные оффлайн и онлайн игры на телефон, а также поделюсь очень интересными новостями. Следи за топом до конца и приятного просмотра. Открывает наш топ лучших новинок на Android и iOS Need for Speed Mobile. Это новый проект от Tencent, который может предложить открытый мир. Если это будет так, то я жду мощного конкурента Car X Street. Конечно, речь пока идет только про китайскую версию, тем более, что она называется Project Codename Speed, но инсайдеры уверяют, что это как раз серия Need for Speed. Тестирование NFS Mobile может стартовать в начале октября, если верить информации из анкеты. Игрокам обещают реалистичную графику и трассы, на которых нужно дрифтовать и ускоряться. Причем это могут быть как реалистичные биомы, например, в пустыне, либо более аркадные, наподобие Grand Theft Auto Online, с морем взлетов и мертвых петель. К сожалению, предрега временно закрыта, но как появится ссылочка на форму, я скину ее в своем телеграм-канале. Niflheim Vikings Survival. На старте вам предстоит выбрать одного из 4 викингов, у каждого из них уникальные характеристики и способности. Дальше вы попадаете в 2D мир, где нужно в одиночку выживать, собирать ягоды, вырубать деревья и уничтожать монстров. На первой же локации вам быстро повстречается подземелье, но с врагами проблем не будет, только инвентарь быстро переполняется. Plant of Plants – новая мобильная игра от азиатских разработчиков. В ней вы играете за овощ или фрукт, у которого в руках не что иное, как пушка, а еще специальные способности, например, чтобы замораживать врагов. Как и в Vampire Survivors, вы бегаете по большой локации и отбиваетесь от орд зомби. Как только получаете новый уровень, нужно выбрать один из нескольких рандомных способностей. Правда, из-за того, что Plant of Plants чисто на китайском, то понять действия обилок будет сложно. На прохождение уровня дают примерно 15 минут, что много по меркам мобильных игр. Но за это прохождение вы получаете монеты и опыт, который тратится на прокачку персонажа. Также при помощи ключей можно открывать сундуки, с которых выпадает оружие и броня для героя. One Punch Man The Strongest – это история героя по имени Сайтама, который стал им со скуки. 3 года он интенсивно тренировался, вплоть до того, что обрел такую силу, которая позволяет ему одолевать всех врагов одним ударом. С этого момента приключения протагониста и начинаются. Разработчики обещают сюжет, основанный на первоисточнике, озвучку от оригинальных актеров и несколько игровых режимов. The Guardian – мобильная RPG с вертикальным геймплеем. В ней вы будете разносить монстров в мрачных лесах, где постоянно идет дождь. При этом данная игра перенимает идею idle проектов, из-за чего персонажем не обязательно управлять, он сражается сам на авторежиме. Вместо этого вам нужно прокачивать скиллы и собирать редкую экипировку. В The Guardian есть большие и нелинейные локации, но суть одна – нужно прокачиваться на монстрах и переходить в следующий биом при помощи карты мира. Судя по описанию к игре и видео с геймплеем, может показаться, что в The Guardian нет онлайн-элементов, но это не так. В этот проект как минимум добавили гильдии. Больше всего в глаза в The Guardian бросаются плавные и разнообразные анимации. Еще разработчики обещают новые фэнтези-расы, которые вы до этого не видели. Они разделены на фракции. Что радует, так это изменение внешнего вида вашего персонажа в зависимости от брони, которую он носит. Road Redemption Mobile предлагает гонки на мотоциклах, где главная цель не только прийти на финиш первым, но и подраться с соперниками при помощи разного холодного оружия. Вам предстоит возглавить банду мотоциклистов и покататься по США, зарабатывая деньги и проходя гонки. Постепенно можно улучшать персонажа, мотоцикл и оружие. Отмечу, что Road Redemption Mobile это премиальная игра, просто ее можно попробовать бесплатно. Что-то впечатление геймеров, то они поголовно называют этот проект духовным наследником Road Rush. Для облегчения управления во время обучения у вас спросят, стоит ли включить автоторможение при прохождении сложных поворотов и даже активировать автоуправление. Ну а если вы больше по хардкору, то имеется и поддержка геймпада.
Rigid Force Redux – космический экшен. Разработчики обещают 3D-модели космических самолетов, сделанные вручную, а также систему улучшений. Здесь вам, братюни, предстоит столкнуться с волнами противника, где у каждого юнита уникальное поведение и, следовательно, требуется свой подход. Day Before Die – мобильный шутер, который доступен на Android. Он сделан на движке Unity и предлагает как минимум один режим – выживание. Никаких видео-вставок и диалогов с объяснением сюжета не ждите. Главный персонаж в кепке просто появляется посреди разрушенного города и начинает исследовать местность. Жалко, что в Day Before Die маленький радиус прорисовки, из-за этого многие предметы прорисовываются перед вашими глазами. Также нет подсказок или короткого обучения, поэтому если вы увидите на земле патроны для дробовика, это будет удача, так как они не подсвечиваются. В общем, понятно, что проект сыроват, но в целом стоит присмотреться и, может быть, попробовать. Omega Strikers – спортивная игра, где люди и звери сходятся на небольшой и футуристичной арене, чтобы поучаствовать в хоккее будущего. В нем принимают участие две команды с составом из 2 или 3 игроков. Радует, что разработчики добавили русскую локализацию, плюс они обещают, что ключ к победе – это смекалка и ловкость, так как в Omega Strikers нет лутбоксов и усилений. Кстати, мобильная версия Omega Strikers будет совместима с ПК, так что вы уже можете начать прокачиваться, не боясь за потерю прогресса или невозможность играть с друзьями в будущем. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Cyberpop. Это мобильный проект с отличной графикой, плавными анимациями и интерфейсом, который больше подходит для AAA игр, настолько он лаконичен и приятен. Разработчики Cyberpop добавили восточный саундтрек и коридорные локации с обучением основ, как карабкаться по стенам, плюс как по ним бежать. Уровень заканчивается тогда, когда вы проходите через портал в конце уровня. Также вам постепенно открываются другие персонажи с разным уровнем редкости. Так как разработчики Cyberpop явно вдохновились Принцем Персии, то вы побываете на исконно восточных локациях, которые впечатляют своим масштабом и размахом. Правда, на них мало вариативности, игрок может найти потайную дверь и разочароваться тому, что она не открывается. Радует, что управление полностью в руках игрока, так как это не ММО. Кстати, у персонажа в Cyberpop есть 2 шкалы для здоровья и энергии, которые тратятся на атаки. Mafia Esper – мобильная игра, которая предложит аниме-графику с текстовыми диалогами и кат-сценами на движке проекта. Бои проходят в реальном времени и изометрическом формате, где вы управляете одним аниме-персонажем и разносите бандитов при помощи меча. Со временем к вам присоединяются другие персонажи, ими управляет бот. Помимо этого, игрок прокачивается, получая рандомные способности, прямо как в рогаликах. По сути, в Mafia Esper нужно проходить уровни, за это вы получаете награду разного уровня редкости. Также постепенно ваша команда пополняется новыми бойцами с уникальной стихией – земля, вода, огонь и так далее. Конечно, помимо этого у них есть еще и своя роль, плюс экипировка. Что до прокачки героев, то это делается одной кнопкой. Mafia Esper еще заимствует элементы из Idle игр, поэтому ваша команда сражается в главном меню без вашего участия. Зарабатывает награды, пока вы получаете призы за выполнение квестов. Доходит до того, что вам даже не приходится вручную добавлять героев в группу, за вас это делает игра. Mad Tail Idle RPG. Здесь вы, братюни, будете участвовать в автоматических схватках, выбирая перед ними группу из фэнтези персонажей. Проект можно отметить за приятную мультяшную графику и интересное разделение экрана на 2 части – карту сверху и битвы снизу. Подобное можно увидеть в Nintendo 3DS. В Mad Tail Idle RPG есть сюжетные диалоги, но на английском и без озвучки. Также в этой игре нет открытого мира. По сути, вы передвигаетесь по коридорным локациям и сталкиваетесь с врагом или союзником, что активирует диалог. Персонажи в Mad Tail Idle RPG разделяются на уровни редкости, прокачки, а также на стихии, всего их 6. Геймплей сделан в вертикальном формате, а прокачка персонажей происходит одним кликом, что поможет играть в перерывах между делами.
World of Immortals – проект для смартфонов в жанре ММО. Здесь игрокам предлагают выбрать один из 4 классов, а также настроить внешность своего аватара. К слову, графику хоть и нельзя назвать плохой, но более или менее выглядят только модельки героев и спецэффекты, а вот окружение отдает классическими MMORPG. World of Immortals выполнена в восточном стиле, поэтому акцент делается на летающих драконов, парящие в воздухе острова и аниме-стилистику. Главная задача здесь – это улучшать общий уровень силы и быстро проходить задания в автоформате. К сожалению, видео вставок нет, то же самое касается и озвучки персонажей. Phobos – пошаговая RPG с элементами из карточных игр. Она идеально подходит для Хэллоуина, поэтому разработчики выпустили трейлер к предстоящему ивенту под названием «Карнавал страхов». Его выход назначен на 4 октября и предложит 8 новых страшных фобий, 6 уникальных навыков, 10 типов карт и 30 уникальных испытаний. В целом, «Карнавал страхов» — это крупнейший патч для Phobos с этого лета. В игре уже более 120 фобий и множество контента для новых игроков. Homeworld Mobile – мобильная ММО, действия которой разворачиваются в космосе. В ней вы найдете сюжетные катсцены как с CGI-графикой, так и на движке игры. Разработчики добавили множество спецэффектов и звуковых дорожек, чтобы вы спокойно удаляли и в эхо. Homeworld Mobile теперь доступна во множестве новых стран, причем разработчики обещают, что их список со временем увеличится. Сейчас же для игры проходит пробный запуск. Что до геймплея, то нужно быть любителем стратегии, чтобы разбираться в тонкостях ведения боя и чуть перегруженном интерфейсе. С другой стороны, именно стратегии получили 2-е место по доходам в 2022 году. В данной игре на Android, как и в других космических ММО на смартфонах, вы будете выбирать фракцию, чтобы вместе с друзьями исследовать бескрайние просторы космоса и участвовать в масштабных PvP-схватках. Undecember – слэшер для ПК и смартфонов. Пару дней назад появилась информация, что для игры проведут ОБТ в Steam с 3 по 10 октября. Но это не единственная хорошая новость. 12 октября издатель Line Games откроет доступ к мобильной версии Undecember. И, кстати, интересно, что в этот же день стартует ОБТ глобальной версии Torchlight Infinite. В общем, братюня, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылочкам в описании, чтобы первым получить ссылку на предрегу данной игры. Fluffy Run – мобильный раннер, где вы играете за пушистую машину. Она едет по городу, пустыне и другим биомам, которые захватывают дух и напоминают больше сон, чем реалистичные объекты. Сейчас игра вышла на iOS и Android, и она бесплатная. Из онлайн-элементов Fluffy Run есть только таблица лидеров, которая закреплена за Google Play. Настроек графики нет, можно только выключать музыку, звуки и тактильную вибрацию. Что до геймплея, то он прост. Игрок ускоряется при помощи тапа и рулит влево и вправо для объезда препятствий и собирая монеты. Если в Fluffy Run проехать 3 этапа, то меняется биом. Но главное, что нужно делать, это собирать музыкальные ноты. Именно от них зависит, сколько вы проедете. Если их будет мало, то экран начнет становиться черным до того момента, пока не проиграете. Разработчики Fluffy Run заявляют, что полученные монеты можно тратить на прокачку машины. Just Cause Mobile – мобильная ММО с изометрическим геймплеем. Ее очень плохо приняли даже в тех регионах, где она доступна. На момент выхода видоса в Google Play стоит оценка в 2,8 звезды из 5, а общее число загрузок более 50 тысяч. И да, проект недоступен на iOS, по крайней мере через App Store. Но ладно, речь здесь пойдет о новом обновлении Just Cause Mobile. Благодаря ему в игру добавили новое оружие и экипировку за участие в миссиях с повышенной сложностью. Помимо этого, Square Enix добавил бриллиантовые наборы, то есть премиальные предложения, они доступны в магазине. Новичкам Just Cause Mobile будет приятно услышать, что разработчики улучшили обучение. Ну и другая новая фича, которую обычно сразу добавляют, это боевой пропуск. Благодаря ему можно заработать больше наград. И последнее нововведение. В режиме Stronghold получится участвовать соло, для него не обязательно теперь создавать отряд.
Time Riders – мобильная ММО, которую сделали по мотивам одноименного китайского фильма. Интересно, что на Android в Time Riders поиграть вряд ли получится, в Google Play проходит предрегистрация. Конечно, это не первый проект студии Yuzu, до этого она занималась рядом крупных игр, включая Action The Fifth Arc. Только он не сыскал популярности в App Store, у него стоит оценка 2,5 звезды из 5, а оценки поставили только 4 пользователя. Еще студия Yuzu занималась стратегией Dynasty Origins, у нее куда лучше по оценкам, плюс игра празднует половину юбилея. А вот самая популярная франшиза у этих разработчиков, судя по Google Play, ММО стратегии Infinity Kingdom. В общем, братюня, подписывайся на канал, чтобы быть в курсе предрек и всяких бета-тестов. Witch Cry Horror House. Как вы поняли по названию, это хоррор на мобилке. Сейчас для игры проходит предрегистрация. Помимо этого, разработчики запустили небольшой тизер. Судя по видео, действия Witch Cry Horror House будут разворачиваться в доме, наполненном магией. Игроков поставят на место ребенка, которого схватила ведьма. Его задача – спастись любой ценой. Сюжет игры будет разбит на главы с большим акцентом на решение головоломок. Братюни, я вам советую зарегистрироваться на Witch Cry Horror House, так как за это после старта серверов разрабы выдадут секретный код. С его помощью можно получить уникальный предмет. Также стоит ожидать графику, которая на уровне или даже лучше Mr. Meat 2. Интересно, что в Witch Cry Horror House акцент будет не только на побеге от злой ведьмы, но и на анализе ее психологического портрета. Кто она и что произошло в ее жизни, из-за чего она превратилась в вечно скорбящую ведьму. Ark Legends – необычная RPG на смартфоны, которая совмещает исследование локаций в реальном времени с сайдл-элементами. В данной игре уровень графики, как по мне, точно уж дошел до консольного. Вот жалко только диалоги пока что не озвучены, также нет намека на русскую локализацию. Здесь ваша задача – выполнять задания, прокачивать героев и выбивать новых. Конечно, они разбиваются на уровне редкости, а также на стихию, что даст преимущество в бою. Отмечу также и симфонический саундтрек. Он меняется в зависимости от ситуации. Битвы в Ark Legends проходят в полуавтоматическом режиме. При этом вы можете использовать активные скиллы, выбирая зону их применения. А чтобы постоянно прокачивать героев, разработчики добавили тикающий таймер к сражениям. В Ark Legends уже имеются кат-сцены на движке игры. Помимо этого, часть геймплея происходит на дирижабле, который выступает в роли хаба. Вы можете даже общаться с другими игроками через чат. Плюс есть разбитие на 3 канала: мир, сервер и клан. RPG Rise of Eros. Эта игра уже появилась на iOS и Android, только скачать в привычных маркетах ее нельзя. Системные требования, установочные файлы и инструкцию вы найдете в моем телеграм-канале по ссылочкам в описании. В этой игре нужно собирать команду из редких девушек и участвовать в пошаговых боях, только акцент делается на их обнаженных модельках, которые можно рассматривать со всех углов, плюс приближать и отдалять камеру. Отмечу, что даже на среднем смартфоне прорисовка и детализация на высоте, а геймплей отличный по меркам не только игр для взрослых, но и вообще RPG. Только вот гринд для откровенных сцен может занять долгое время, но энтузиасты уже скинули видео на файлообменники. Valorant Mobile – командный шутер, для которого проходит ЗБТ на Android. Это подтверждают некоторые инсайдеры со скриншотами с закрытой страницы в Google Play и из самой игры. Скачать клиент пока что вы не сможете, но зайти на страницу в мобильном маркете можете. Для этого нужно установить родительский контроль на смартфоне. Вообще подобная схема может в теории работать для любой закрытой страницы в Google Play, вам нужно только знать ссылку. Судя по скриншотам, в Valorant Mobile действует система друзей, также можно выбрать режим кастомная игра, добавив заранее еще 4 человека в группе. Но в Google Play указано, что тестирование проводилось на выходных, то есть доступа к игре уже может не быть даже у тестировщиков. В Valorant Mobile будут внутриигровые покупки, а также возрастной рейтинг 16+ из-за сцен с жестким насилием. В общем, братва, подписывайся на канал и на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить файл игры, когда он будет.
Immortal Blade Mobile – проект для смартфонов с азиатским сеттингом и восточной музыкой. В нем есть 5 классов, каждый из которых настроен на максимальное нанесение урона. Квесты и передвижения выполнены в авторежиме, причем персонажи говорят на китайском, а текст здесь на английском. На момент выхода данного видео Immortal Blade Mobile недоступна в РФ и во многих других странах, но я нашел клиент на Android в Канаде. Пока что информации о версии на iOS нет. Ваша главная задача здесь – это прокачивать общий уровень силы и улучшать питомцев. Кстати, повышение уровня персонажа проходит очень быстро. Помимо этого, вам, вероятно, выдадут бесплатный VIP статус, чтобы вы попробовали все прелести премиальной игры. Конечно, помимо выполнения квестов, разработчики Immortal Blade Mobile еще добавили подземелья на одного или нескольких игроков, но пройти их нужно на время. Как вам известно, Life After – это выживание на смартфоны с огромной картой, но на этот раз вам придется сражаться с огромной армией мертвецов и титаном, которые будут нападать в течение 20 минут. В схватку с ними вступит группа из 4 игроков. Помимо отражения атаки, нужно еще следить за сохранностью ящика с припасами. Еще больше сложностей добавляет тот факт, что титан имеет броню, поэтому урон ему нанести можно только если у вас есть крупные пушки по типу базуки. Во время схватки с титаном и другими зомби в Life After игроки могут умереть и возродиться, но на это уходит время. При этом, если все 4 бойца падут одновременно, то им засчитывается поражение. К счастью, перепроходить ивент можно сколько угодно, а подбор напарников будет зависеть от вашего рейтинга. Вот только награды за его прохождение выдаются раз в день. Downlands – песочница для смартфонов, которая по стилистике и некоторым элементам геймплея похожа на Легенду Зельды. Сейчас в нее можно поиграть в ходе ЗБТ на Android, но для начала нужно записаться, заполнив форму, которая будет в описании под видео, так как после установки клиента у вас попросят файл активации. Если повезет, то приглашение придет в течение пары дней. Отмечу, что для комфортной игры в Downlands требуется Android 7.0 и 3 ГБ ОЗУ. Также разработчики пока добавили лишь английский язык с автопереводом на португальский. Помимо этого, в посте на TapTap игрокам обещают не только некий алхимический режим, но и нового компаньона. Я не знаю, сколько именно продолжится бета-тест, но разработчики называют его сентябрьским, так что поспешите. The House of Da Vinci 3 – это головоломка от первого лица с отличной графикой и катсценами даже по меркам консолей. Ранее игру выпустили чисто на iOS, теперь же она доступна и на Android. Только это премиальный проект и стоит он 359 рублей. Игра проходится примерно за 4 часа, которые будут наполнены физическими головоломками с большим упором на поиск предметов и их дальнейшее использование. Передвижение в The House of Da Vinci 3 устроено таким образом, что вы тапом перемещаетесь по локации, плюс можно свободно оглядываться на одном месте. Радует, что интерфейс минималистичный, то же самое касается и подсказок, даже если вы не знаете английский, в прохождении поможет только наблюдательность. Rallycross Track Racing – аркадные ралли-гонки на смартфонах. В ней множество машин, которые разделены на 3 класса A, B и S. Сами заезды разделены на несколько сезонов, вам необходимо проходить их последовательно, чтобы открывать новые. В ранней версии игры уже доступна доска почета, сезонный пропуск и гача-система на получение внутриигровой валюты или новых тачек. На заднем фоне играет добротный драм-н-бейс, только графика немножко подкачала, кроме моделей машин она осталась на уровне PSP. Что до онлайн-гонок в Rallycross Track Racing, то в них вы катаетесь в одиночку, подлетая на трамплинах и сбивая прямоугольники с названием издателя. Физика машин вам может не понравиться, если вы до этого играли в Rush Rally или Car X Rally. Но потому что здесь машину спокойно заносит на сухой грунтовой дороге, а при торможении колеса наоборот жестко сцепляются с дорогой, не позволяя вообще рулить, пока не отпустите педаль тормоза. Divine V Perfect Wonderland – мобильная MMORPG, где вы создаете аватара и выбираете один из 5 классов. Далее начинается типичная рутина, изометрический геймплей, автопередвижение между квестами и мир в фэнтези-сеттинге. Радует, что хотя бы NPC озвучены, но в App Store не указан русский язык. Ваша главная задача в Divine V Perfect Wonderland – увеличивать общий уровень силы вашего персонажа. К сожалению, графика и интерфейс выполнены на слабеньком
уровне, даже по меркам азиатских мобилок. Тем не менее, для кого-то это окажется плюсом, и еще разрабы предлагают 1 миллиард кристаллов за установку, а также огромный мир с динамичным изменением погоды и времени суток. Кстати, помимо схваток в этой игре имеются профессии: кулинария, охота, рыбалка и так далее. Ну и вы можете придать своему персонажу уникальные черты благодаря разным нарядам. Платформер Scourgebringer перенесли на смартфоны, его уже можно купить на iOS за 649 рубасов, причем издателем выступает Plug in Digital. Scourgebringer – пиксельная графика, плюс геймплей переполнен экшеном, вы будете совершать комбо в воздухе прямо как в Devil May Cry. Поигравшие в Scourgebringer отмечают, что в ней контента примерно на 10 часов, если вы хотите исследовать все. Также в этой игре есть дерево прокачки и удобное управление. Из неявных минусов отмечу отсутствие временной неуязвимости во время рывка, что зачастую работает в видеоиграх. По сути, для постоянных побед вам нужно чередование медленных и быстрых атак. Кстати, на момент выхода данного топа игра уже вышла на Android, и она стоит около 409 рублей. Star Trek Lower Decks Mobile – мобильная айдол-игра, в которой вы возьметесь за подготовку к космической вечеринке. Но сначала нужно пройти обучение персонала флота Star Trek в виртуальной реальности. Только в один момент все пошло не по плану. Искусственный интеллект захватил компьютерную систему вашего корабля, поэтому теперь нужно отправиться в приключения по разным вехам истории Star Trek. Skyfall Chasers – королевская битва для смартфонов. Пока что говорится о версии на Android, которая появилась на Западе. Это то же, что и Apex Legends Mobile. Огромные локации, каньоны, футуристичные технологии, персонажи с уникальными скиллами, геймплей от первого лица, поиск предметов, высадка и так далее. Ваша задача в Skyfall Chasers – собирать редкие ресурсы в течение 10 минут. Разработчики обещают геймплей консольного уровня с HD графикой. Но это не главное, ведь в игре нет доната и рекламы, поэтому у каждого геймера одинаковые шансы на победу. Вот только не забывайте прокачивать бесплатный боевой пропуск. Так как Skyfall Chasers изначально делали для смартфонов, то мобильным геймерам стоит рассчитывать на оптимизированный интерфейс и кастомизацию управления. Anulus – это пошаговая стратегия с реалистичной графикой. Что же здесь нам обещают разрабы? Создатели говорят про стилистику средневековой Европы с щепоткой темного фэнтези. Уровни будут рандомно генериться, в список входит ландшафт, объекты, погода, время суток и так далее. Все это приведет к разным результатам на поле боя. Ну а ПК-файл к данной игре вы можете скачать в моем телеграм-канале по ссылочкам в описании. В ходе презентации Tokyo Game Show 2022 разработчики Ashfall показали 5-минутное видео с геймплеем, а также официальный трейлер. Что же известно, Ashfall станет MMORPG с элементами из шутеров по типу Avatar Reckoning. Проект выйдет на ПК и смартфоны, так что я ожидаю кросс-платформу, открытый мир, а также PvE и PvP режимы. Вообще разрабы явно заимствуют концепцию с постапокалипсисом и убежищами у серии Fallout. В Call of Duty Mobile давно не было зомби-режима, точнее его тестировали в 2021 году, но ограниченное время. Теперь же все серьезно, мертвецы получили отдельный, хоть и короткий трейлер, в котором тизерят геймплей и карту. Это будет болотистое место с открытой местностью и парой сооружений для укрытия. Разработчики советуют осторожно открывать двери, поэтому я ожидаю акцент на их заколачивании, чтобы выиграть время и не впускать сразу всю волну мертвецов. Пока известно, что зомби-режим для Call of Duty Mobile появится в октябре. Конечно, его продолжительность зависит от интереса со стороны геймеров, поэтому если не хотите снова попрощаться с мертвецами, то покажите свою активность. Кстати, пользователи в YouTube уже выражают благодарность Activision за возвращение зомби-режима. Дело в том, что благодаря нему у геймеров остались теплые воспоминания о 2019 году, когда он был официально доступен. В
Project Island. В нем есть онлайн-элементы, например, перед началом выживания вы выбираете остров, где хотите заселиться. Возможно, он принадлежит не только вам, но и другим игрокам, так как в том же описании разработчики предупреждают о возможных врагах в лице геймеров. Производство орудия труда в Project Island не занимает особого труда, тем более, что большинство из базовых вещей вы будете узнавать через обязательные квесты, за которые выдают награду. Постепенно получится построить убежище на берегу моря, где спокойно ставятся верстаки для создания огнестрельного оружия, патронов к нему и так далее. Isle of Arrows – проект для ПК и смартфонов, в котором мы расставляем защитные здания на вечно растущей земле. При этом каждый ход генерируются рандомные плитки, враги, награды и ивенты. Чем больше проходите сюжетную кампанию, тем больше элементов разблокируется. Помимо этого, разработчики добавят еще два режима – рукавица и ежедневная защита. Сама кампания разбита на 3 тематических биома со своими правилами и сложностями. Marvel Snap – необычная кокаин на смартфоны ПК, где игроки собирают колоду из героев и злодеев вселенной Marvel. Официальная дата релиза нацелена на 18 октября. Ее раскрыли в свежем трейлере, где закадровый голос предлагает сыграть партию Marvel Snap вместо чтения инструкции освежителя воздуха в уборной. Авторы Marvel Snap заявляют, что игровой процесс в этой кокаи проще, чем в пасьянсе. Кстати, вы уже сейчас можете попробовать пробную версию по ссылочкам в описании в моем телеграм-канале. В последнем официальном посте разработчики CarX Street рассказали о дальнейших планах на игру. Первое, что вам может не понравиться, актуальную дату выхода Android-версии перенесли на октябрь 2022 года. Точной даты выхода пока что нет, поэтому подпишись на канал Дитрих ТВ, я буду держать вас в курсе. Ну а теперь давайте поговорим о хорошем. Android-версия CarX Street будет бесплатной. Ну а если у вас вдруг iPhone или iPad, вы можете расслабиться, ваш прогресс не удалят после выхода CarX Street в Google Play. Это означает то, что если сервера будут общие, то стоит рассчитывать на дисбаланс. И да, iOS-геймеры уже могут насладиться мультиплеером в реальном времени, его и другие фичи добавили в последнем обновлении. Exile Avengers Fire – мобильная MMORPG, сюжет которой рассказывает о главном герое, чью семью убивает некий человек в маске. В итоге у ребенка психологические проблемы и переход на темную сторону. Постепенно он встречает таких же людей – мечника, мага, разбойника и охотника. Эти мстители основывают альянс и обещают отомстить тому человеку в маске. Несмотря на этап предзагрузки, Exile Avengers успела получить 4,8 звезды из 5 в Google Play, так что обязательно попробуйте данный проект по ссылочкам в описании. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Residual. Это пиксельный симулятор выживания, в котором вы высаживаетесь на незнакомой планете и отправляетесь в путешествие с целью выжить. Вы будете погружаться все глубже и глубже в местную систему пещер, где скрыты разные технологии древней цивилизации. Вас ждут в равной мере элементы исследования, выживания и головоломок. Но одна из хороших, как по мне, особенностей – это отсутствие насилия. Wild Arena Survivors – королевская битва на смартфоны от Ubisoft. Хочется поговорить о том, что зарубежные издания передают, что новая IP в лице Wild Arena Survivors на самом деле появилась из-за провальных показателей проекта во время пробного запуска. Видите ли, для мобильных игр нужно проводить маркетинг, кампанию по предреге, бета-тесты и так далее. Это позволяет привлечь аудиторию. Но Ubisoft почему-то ничего из этого не делала. Получается, что во время пробного запуска Wild Arena не получила достаточно органического трафика, чтобы переименовать ее в Far Cry Wild Call. Поэтому сейчас Ubisoft отбивает затраты на проект, только Sensor Tower передает, что в том же App Store игру скачали всего лишь 3000 раз за первую неделю, а ее доход составляет жалкие 67 баксов. Хотя, как по мне, со стороны игра выглядит достаточно годно. Paco Highway. В плане геймплея это типичная аркада с обгоном машин, только с отличным саундтреком в стиле Synthwave и картинкой а-ля Vice City. В
пака Highway действует следующее правило: врезайтесь на нитро в другие машины или проезжайте рядом с ними, чтобы получить дополнительное время. Если ехать слишком аккуратно, то счетчик опустится до нуля, и тогда машина взорвется. От пройденного расстояния зависит, сколько золота вы наберете и какое место в списке лидеров попадете. 20 Minutes Till Dawn – новый рогалик на ПК и смартфоны, где вы должны выживать в течение 20 минут. Судя по геймплею, проект вдохновлялся Vampire Survivors, поэтому ждите пиксельную графику и море врагов. Разработчики 20 Minutes Till Dawn обещают широкий выбор персонажей и оружия с разными игровыми возможностями. Героев ждут более 50 апгрейдов для уникальной прокачки, а в последующих обновлениях ростер персонажей будет расширен. Iron Maidens Invasion – новый проект от издателя Ironhide Games. Вместо того, чтобы стоять на месте и ждать волны врага, мы будем строить здания и отправлять отряды бойцов на завоевание карты. Чтобы помочь войскам, вы сможете вызывать подкрепление и использовать специальные обилки, например, призвать удар с воздуха. Nerf Battle Arena – шутер от первого лица. Здесь вы, братюни, должны участвовать в схватках на арене в формате 3 на 3. По сеттингу игра напоминает Splatoon от Nintendo. По мере прохождения вы коллекционируете бластеры, которые выбиваются из лутбоксов. Постепенно разработчики обновляют игру, добавляя новые режимы, карточки и оружие. Скачать данный проект и остальные вы можете по ссылочкам в описании в моем телеграм-канале. Зарубежные издания передают, что Little Nightmares получит мобильную версию. Напомню, что эта игра вышла в 2017 году, после этого для нее делали адаптацию для сенсорных экранов Very Little Nightmares. Кстати, переносом полноценной игры на смартфоны занимается студия PlayDigious, которая известна за работу над Dead Cells. Это значит, что порт будет отменным. Little Nightmares Mobile ожидается этой зимой. Rogue Company Elite – командный шутер на смартфоны. В нем вы можете выбрать оружие нескольких типов – штурмовую винтовку, дробовик, снайперку и так далее. Помимо этого есть дополнительное вооружение, например, гранаты. В главном меню вы можете найти описание каждого оружия, а также разглядеть его 3D-модель с разных сторон. Конечно, точечные настройки интерфейса управления и графики тоже присутствуют. Dragon Valley World – мобильная ММО, ранняя версия которой доступна на Android. Бета-тест для нее будет проходить до 16 сентября, а после закрытия серверов весь прогресс будет удален. Если судить по описанию в китайском маркете, то она сделана в мире игры Dragon Nest, локализатором которой выступал Mail.ru. Помимо походов в данжи со своими друзьями в Dragon Valley World, вы сможете рыбачить, готовить блюда и участвовать в PvP. Графика, конечно, чуть хуже той же Moonlight Blade Mobile, но попробовать стоит. Ну а в своем телеграм-канале я скину инструкцию по установке данной игры. Broken Ranks – это фактически продолжение другой MMORPG The Pride of Tearn. У нее новинка позаимствует многие черты. Главная фишка обоих проектов – это совмещение элементов MMORPG с классическими изометрическими ролевыми играми. Разработчики обещают огромный открытый мир и 300 локаций, 400 уникальных монстров, включая боссов, мощное снаряжение и захватывающую нелинейную историю. Инди-платформер с элементами survival — это звучит интересно, и Rain World подогревает интерес геймеров необычным сюжетом. Действие игры переносит нас в постиндустриальный мир, где на руинах цивилизации обитают странные создания — слизни-коты. Одно из этих существ, оказавшись в труднопроходимых лабиринтах и промышленных развалинах, становится вашим персонажем. Его вы будете спасать, приводя через тонну процедурно сгенерированных уровней. Геймплей игры смело можно назвать хардкорным. Смерть здесь таится на каждом шагу, а маленькому герою нужно выжить любой ценой, невзирая на опасности и соперников. У каждой ситуации в Rain World есть пути решения, а у каждого уровня несколько путей прохождения, поэтому добраться до финала можно разными способами.
Если вы любите Cyberpunk 2077, то в последнем обновлении игроки получили аркадную игру «Шевелись, плотва». Она доступна в Найт-Сити. В ней, если добраться до вершины рейтинга, то можно заработать специальные призы, в том числе деньги и предметы. Так вот, эту же мини-игру запустили на iOS и Android. Она бесплатная, в ней нет внутриигровых покупок и рекламы. Геймплей в «Шевелись, плотва» слишком прост, даже для смартфонов. Пиксельная лошадь убегает от ведьмака, собирая по дороге яблоки и морковку, уклоняясь от грифонов и перепрыгивая всевозможные препятствия. Онлайн-элементов помимо доски почета нет, также вы не можете купить полную версию или посмотреть рекламу, чтобы продолжить с того же места. Wreckfest Mobile – прямой порт с ПК и консолей, причем разработчики изменят управление под сенсорные экраны и снизят графику, чтобы игра запустилась хотя бы на устройствах среднего класса. Так вот, в App Store указано, что мобильная версия Wreckfest может выйти 25 октября. Радует, что Wreckfest Mobile будет поддерживать контроллеры, также разработчики не будут собирать ваши данные, что отменяет наличие рекламы. Помимо этого, в App Store указано наличие русской локализации. Королевские битвы на смартфоны можно делать нормально, это доказывает Apex Legends Mobile. В то же время Gaijin Entertainment разрабатывает CR Seed Mobile. Этот проект доступен на Android в ряде стран. Перед матчем вам предстоит выбрать одного из героев, а потом отправиться на карту, которая явно вдохновлена Второй мировой. То есть всевозможные бункеры, вырытые туннели и шлемы солдатов немецкой армии на это намекают. Если вы посмотрите на геймплей, то увидите сильное упрощение в плане управления и графики. Gaijin выбрал болотную цветовую палитру с преобладанием салатового и желтого цвета. В CR Seed Mobile вы уже можете управлять машиной и ломать на ней заборы. Правда, достаточно ли этого, чтобы быть лучше других, я не думаю. Crude Broken Heaven – мобильный экшен с 3D графикой и полетами вайфу на метле будущего. В ходе битв с некими инопланетными созданиями, похожими на роботов, игроку предстоит уклоняться от всевозможных обилок и выстрелов. Причем порой доходит до такого, что на экране очень много спецэффектов. Это точно приведет к тому, что ваша аниме-девушка будет получать урон. Судя по трейлеру с игровым процессом, который показали месяц назад, Crude Broken Heaven не уступает по графике тому же Genshin Impact. Правда, открытого мира не стоит ожидать. Вообще что-то определенное говорить сложно, так как сами разработчики признались, что они внесли серьезные коррективы в дизайн персонажей и боевой геймплей. Left 4 Dead 2 завоевала в свое время сердца игроков по всему миру. Но это все лирика, так что давайте к делу. На днях в сети появились настоящие вбросы, что якобы фирма AKG Games, которая занимается изданием игр от Blizzard, решила резко поменять свой род деятельности и выпустила на смартфоны мобильную версию Left 4 Dead 2. Видите ли, в Google Play появилось как минимум 2 страницы для Left 4 Dead 2, причем от разных издателей. Кидать на них ссылки я не буду, потому что игры весят около 14 мегабайт, и сразу после запуска вас нахально попросят оформить подписку и приобрести доступ к проекту. Также у этих, в кавычках, издателей много других ПК-портов, так что, братюни, пока что не ведитесь на всякую шумиху, но это отличный звоночек, что такой проект все-таки стоит ожидать в будущем. Assassin's Creed Project Jade – вероятная мобильная игра от Ubisoft, действия которой разворачиваются в Китае. Я предполагаю, что подобное название было взято по двум причинам. Первая – в честь продюсера первых частей Assassin's Creed, а также слово Jade переводится как нефрит, который по заверениям вики-страницы Assassin's Creed является символом удачи в Китае. К сожалению, Том Хендерсон не смог подтвердить, в каком жанре будет Assassin's Creed Mobile. Он не уверен на 100%, что увиденное им это правда. Ubisoft уже пытался перенести стелс-составляющую серии Assassin's Creed на смартфоны, но дальше аркадной Assassin's Creed Восстание дело не дошло. В общем, далее я буду чекать инфу по данному событию, а вы подписывайтесь на канал Дитрих ТВ и мой телеграм-канал, чтобы оставаться в курсе дел.
Call of Duty Warzone Mobile – королевская битва, которая, если не будет прямым портом с ПК и консолей, то по крайней мере по графике и общим впечатлениям она превосходит PUBG New State и встанет в один ряд с Apex Legends Mobile. Ну ладно, это все лирика, а детали мы узнаем 15 сентября, если верить изданию GameSpot. Также на его YouTube канале было опубликовано видео с анонсом официального названия Warzone Mobile. Жалко, правда, только оно длится всего лишь 8 секунд. Но те, кто уже подписан на мой телеграм-канал, могли видеть данный трейлер первыми. Так что не жди, подписывайся, братюня. Ну а пока мы ждем официальных новостей о Call of Duty Warzone Mobile, на своих экранах вы можете видеть геймплей с альфа-тестирования. Кстати, помимо этого у проекта известны системные требования. И еще, есть небольшая инсайдерская информация, в которой говорится, что в мобильной версии будет на 30 игроков меньше на одной карте, чем в Call of Duty Warzone. Lost Sea – подводный выживач от Nitaze Games. Здесь вы будете мочить мертвецов, собирать лут, брать в руки более крутую волыну и двигаться дальше по сюжету. У вашего аватара есть несколько показателей – здоровье, голод и что-то связанное с лекарствами или даже радиацией. У героя есть еще дополнительные скиллы, которые прокачиваются при помощи специальных наборов, давая постоянные бонусы. Но и отмечу подход разработчиков к кинематографичности происходящего, постоянные смены камеры, разные локации и даже возможность свободно плавать под водой дают новое впечатление от мобильных игр. Вы сможете не просто болтать руками и ногами на дне океана, косплея губку Боба, но и обычно передвигаться посредством ранца, наблюдая за танцем китов. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Where is My Sister – мультиплеерный проект на смартфоны. Вы можете выбрать множество ролей, включая детектива или шпиона, но цель одна – жертвы должны решить головоломки вместе и выбраться на футуристичном вертолете, тогда как два других игрока выступают в роли убийц под прикрытием. Nordic Candy Semi-Idle RPG – мобильная игра, где вы выбираете расу и класс персонажа, от чего зависит базовый бонус и характеристики. Как и в классических RPG, вы будете самостоятельно тратить очки талантов, а сбросить свой выбор можно за премиальную валюту. Судя по геймплею, ваш герой и его враги выполнены в формате плоских кругов, которые перемещаются по подземелью и автоматически сражаются. Если вы устали от серии Asphalt, то можно попробовать Horizon Chase 2. Разработчики обещают онлайн-режимы, новую систему кастомизации по сравнению с первой частью, а также новые визуальные эффекты. В Horizon Chase 2 будут проработанные трассы, где вы можете использовать развилки, собирать нитро и обгонять соперников. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Hit 2. Это мобильное ММО, где вы выбираете один из 6 классов, каждый из которых нацелен на максимальный урон. В начале игры вам нужно будет выбрать персонажа, дальше пойдет видеовставка. Сюжет здесь раскрывается через диалоги, правда они на корейском, поэтому нужно обращать внимание на геймплей и интерфейс. По сути, если вы играли в другие мобильные MMORPG, то эффекта вау в этом плане, наверное, возможно и не будет. Главной вашей задачей в Hit 2 это раскачаться и заходить каждый день, чтобы получать награды. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Lost Light, лутер-шутер, который уже можно скачать на iOS и Android. Здесь вам предстоит присоединиться к спецгруппе светлячков и раскрыть зловещий заговор. В этом мире действует правило: чем выше риск, тем больше награда. Это значит, что вам придется скрываться от посторонних глаз, незаметно добывать припасы и прокладывать путь к отступлению огнем и мечом. Помимо самих пушек и брони на карте нужно искать улучшения, а потом торговать ими. Разрабы Lost Light обещают открытый рынок с торговлей между игроками, а также постройку убежища, где можно хранить хабар. Еще в этой игре выполнена аутентичная модификация оружия, что позволяет подбирать обвес под свой стиль ведения боя. Ну и не самый приятный момент, что игроки могут состязаться как на смартфонах, так и на ПК, что немного нечестно по отношению к мобильным геймерам.
Мир 2M The Warrior – мобильная игра, где вы создаете персонажа и отправляетесь в изометрическое приключение по локациям, дизайн и графика которых напоминают о классической версии RuneScape. С самого начала ваш персонаж автоматически бегает по квестам и сражается с врагами в подземельях. Не волнуйтесь, ведь все это делается, чтобы вы смогли фармить огромных огров и получать за них материалы для дальнейшего создания NFT и крипты. Вот только не смущайтесь китайской или корейской озвучки NPC. Кстати, разрабы Мир 2M The Warrior обещают разный контент и ежедневные ивенты. Помимо этого, игрокам предлагают реалистичные битвы кланов за сервер. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Project Winter. Это симулятор предателя, который собрал очень положительные отзывы в Steam. Проект поддерживает мультиплеер до 8 человек. Они должны общаться через приватные радиоканалы, собирать ресурсы, ремонтировать постройки и покорять дикую природу. Предатели могут ломать станции и бункеры, которые выжившим наоборот нужно починить для спасения. Также на успех влияет холод, из-за чего часто приходится отогреваться в одном месте с предателем. Use 6 Online. Игра, в которой графика выглядит на уровне, стилистика аниме, сеттинг средневековая фэнтези. По мере прохождения и участия в динамичных сражениях мы можем получать карты животных, которые можно вставлять в экипировку, как самоцветы в Diablo Immortal. Геймплей изометрический, картинка приятная для глаз. Мир не открытый, поэтому на выходе имеем коридорные локации с впитывающими много урона мобами. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Monoposto. Великолепная гоночная игра на Android с видом от первого лица, где вы, братюни, сможете опробовать себя в качестве пилота Формулы-1 и прокатиться по разным трассам, конкурируя за первое место с еще 20 гонщиками. Для вас подготовлены различные погодные условия и проработанная физика поведения автомобиля, а также комфортные элементы управления и масса интересных миссий. Данную игру вы сможете бесплатно скачать по ссылочкам в описании в моем телеграм-канале и опробовать себя в многопользовательских соревнованиях с реальными соперниками. Wolf Game The Wild Kingdom. Отличная стратегия на Android, где вы переместитесь в дикую среду и выступите в роли вожака стаи волков, где будете отыскивать способы выживать, демонстрировать свою силу и преодолевать немало испытаний. Дикая природа всегда насыщена опасными врагами, которые в любой момент могут атаковать вашего персонажа, поэтому вам необходимо быть всегда начеку, а также использовать скорость реакции и интеллект, чтобы противостоять любым противникам. Далее по топу расположился Ultimate Destruction Simulator. Это увлекательный симулятор разрушения на Android с расслабляющей атмосферой, который поможет вам избавиться от накопленного стресса и скоротать свободное время. Игра представляет собой песочницу с реалистичной физикой, где для прохождения испытаний вам будет необходимо разнести или полностью уничтожить ту или иную постройку, конструкцию или локацию. Также вы сможете полностью контролировать скорость течения времени, замедлить его или же просто заморозить симуляцию. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположилась Земля туманов. Атмосферная стратегия на Android, в которой вы отправитесь в незабываемые приключения и на поиски утерянных артефактов в земле туманов. По преданию, боги морей спрятали по всему миру 7 тайных сокровищ. Некоторые из них смогут даровать владельцу неслыханное могущество и силу, другие же превратить его жизни в несказанный ужас. Наверняка известно только одно: тот человек, который сумеет собрать все 7 сокровищ, будет править морями. Last Hope 3 Sniper Zombie War.
Данная игра представляет собой зомби-шутер от первого лица, где вы попадаете в суровые реалии мира, который населен опасными зомби, и здесь вы будете помогать немногочисленным выжившим спасаться, восстанавливать город и уничтожать мутантов. Для вас, братюни, подготовлено несколько интереснейших режимов игры, таких как сюжетный режим, режим снайпера, режим защиты и другие. Здесь вам предстоит использовать снайперскую винтовку и с ее помощью истреблять ходячих мертвецов, противостоять опасным боссам, спасать выживших и восстанавливать город. Ранняя версия Protectors Shooter Legends. Данная игра получила обновление, и благодаря ему графика стала еще куда лучше и теперь дотягивает до консольной версии Fortnite. В проекте есть аркадные элементы, автострельба при наведении и постепенное восстановление здоровья. Игрокам предстоит сражаться не только друг с другом, выбирая уникального оперативника, но и с пришельцами, вооруженными до зубов. Схватки в Protector Shooter Legends проходят в формате 4 на 4, где игроки разделяются на две команды. Радует, что карты хоть и маленькие, но проработанные, со множеством укрытий и альтернативных ходов. В основном же, помимо стрельбы по врагу и использованию уникальной способности, вы ничего не можете сделать, поэтому в перестрелках нужно брать уроном и количеством. Разрабы обещают как PvE, так и PvP режимы. Также они сравнивают свое детище с Call of Duty Mobile. Unhappy Raycon – мобильный проект, в котором мы зачищаем коридорные локации от монстров. За победу над ними дают сундуки с золотом и опытом. Если достигнуть нового уровня, то на выбор дают рандомную обилку. Да, это рогалик с красивой графикой, приятными звуковыми эффектами и ручным управлением. Кстати, подобную стилистику можно заметить в Torchlight Infinite. PC Creator 2 – симулятор сборщика компьютера, который в разы лучше своего предшественника. Ранее игру выпустили в Google Play, а потом убрали, так как фанаты хотели синхронного запуска на iOS и Android. Что ж, игра запустилась 12 октября по всему миру. ПК Creator 2 вам предстоит принимать заказы на починку старого или сборку нового компьютера, удаление вирусов, установление ОС, очистку жесткого диска, установку игр и так далее. Вы можете сами устанавливать цену на свои услуги, в пределах разумного, конечно же. Конечно, сходу поставить RTX 4000 серии не получится, так как для этого нужно зарабатывать деньги и посещать конференции, на которых как раз презентуют новинки в мире ПК. ПК Creator 2 можно похвалить за отличный интерфейс и наличие русской локализации. Также стоит ожидать лицензионные комплектующие. Zombie Horde – мобильный шутер на рельсах, то есть во время миссии персонаж передвигается и стреляет автоматически, вам нужно только наводиться на головы зомби. Игра доступна в App Store и Google Play многих стран, включая Россию. Весит она очень мало и докачивает на фоне около 138 мегабайт. При этом режимов много и даже сюжетная кампания не кажется скучной. Игрок использует наводящиеся ракеты для разрыва ног и рук у толпы мертвецов, а на заднем фоне летает гигантское инопланетное существо. Среди режимов Zombie Horde есть кампания, рейды, темная зона, арена, ежедневные задания и ивенты. Также в будущем я ожидаю добавления PvP. Стоит отметить, что все это открывается по мере прохождения сюжета. Постепенно вы даже сможете открыть новых героев и войти в альянс. Судя по скриншотам, в Zombie Horde есть не только миссии на уничтожение толп зомби из штурмовой винтовки, но и скрытые задания с использованием снайперки. Геймплей вертикальный, поэтому вы сможете спокойно играть одной рукой. Катера RPG Battle Royale – мобильная игра, предлагающая вертикальный геймплей и простую графику, которую будто сделали на Unity. Проект появился в App Store и Google Play в России и, вероятно, в других странах мира. Игроки участвуют в молниеносных матчах, выбирая заранее любимого кота или кошку, которые различаются по уровню редкости и роли в команде. Чтобы игрокам было чем заняться, разработчики добавили боевой пропуск и сезонные задания. Схватки проходят в формате королевской
эпической битвы, причем ваш герой автоматически стреляет, нужно только передвигаться по полю и собирать материалы с павшего противника. Еще в Котера RPG Battle Royale используются элементы из рогаликов, из-за чего по мере прокачки в ходе конкретного матча вам предлагают один из двух рандомных талантов. Матчи здесь длятся около 3-4 минут, на них дается ограниченное время, причем вам еще помогают напарники, только в интерфейсе это не обозначено, что наводит изначально на мысль, будто ты сражаешься в соло. Dragon Tiger Gate M – аркадный файтинг с аниме-бойцами и гача-системой, через которую вы получаете персонажей разного уровня редкости. Их нужно выставлять против вражеской команды, всего в вашей группе может быть до 5 героев. Они различаются по роли в команде и стихии, так как здесь действует система камень-ножницы-бумага. Dragon Tiger Gate M доступна на Android в ходе пробного запуска. Судя по роликам с геймплеем, игра не локализована на английский, поэтому приходится иметь дело с иероглифами. Кстати, важный показатель постоянных побед – это общий уровень силы отряда. Он достигается по мере прокачки отдельных героев. Antma's Kolla – мобильный проект со скоростными схватками в формате Brawl Stars. В этой игре геймеры разделяются на две команды в формате 3 на 3 и сражаются на небольшой арене, собирая звезды и удерживая их до тех пор, пока не закончится таймер. У каждого игрока здесь свой уникальный герой с одной уникальной обилкой. Радует, что управление ручное и понятное. Вообще, разработчики этого проекта решили монетизировать почти все аспекты при помощи NFT и крипты. Для транзакций через Marketplace используется токен Monly. Цена данного токена сейчас порядка 30 центов за одну штуку. Судя по информации с официального сайта, в Antma's Kolla можно вступать в гильдию и проходить совместные испытания. Еще игроки могут транслировать свои битвы и позволять зрителям делать ставки, что тоже помогает зарабатывать NFT. Ну и сравнение с Brawl Stars становится еще более уместным после того, как узнаешь, что SEO Майкл Хин до этого был руководителем маркетингового отдела Supercell и Roblox в Юго-Восточной Азии. Ubisoft продолжает тестирование Rainbow Six Mobile в конкретных странах. На днях в этот список добавили 5 государств – Францию, Германию, Италию, Испанию и Великобританию. Тем, кто имеет Google аккаунт, привязанный к этим странам, разработчики высылают волнами приглашения. Без них попасть на бета-тест не получится, даже если у вас есть свежий APK-файл. Тем временем, инсайдеры смогли зайти в Rainbow Six Mobile из России, то есть VPN подрубать не обязательно. Кстати, Ubisoft включает рейтинговые матчи на выходных, но поиграть с друзьями в одной команде не получится из-за сломанного матчмейкинга. The Last Days – необычный шутер на смартфоны. Ее можно запускать как в вертикальном, так и в горизонтальном виде, но суть одна – поворачивать камеру, чтобы героиня смотрела на область с действием. В этом плане The Last Days выполнена на рельсах и особой свободы вам не дадут. Еще главный персонаж в The Last Days может стрелять по зомби как в грудь, так и в голову, чтобы убивать их с первого раза. Делается это также автоматически, вам нужно навести прицел на нужное место. Еще игроков ждут небольшие моменты с необходимостью тапать по иконкам в заданный ритм. Это поможет, например, выломать дверь. Отмечу, что здесь нет сюжета, а графика еле дотягивает до The Last of Us времен PlayStation 3. При этом разработчики добавили систему крафта, которая позволяет делать патроны, бинты и другие предметы для выживания. Но не волнуйтесь, так как это не симулятор, поэтому из индикаторов имеется только шкала здоровья. Endoparasitic – survival horror, идея для которого появилась у разработчика Narayan Walters во время участия в одном из игровых джемов. Изначально в игре не было теней и тусклых помещений, но создатель вдохновлялся проектом Darkwood, поэтому вскоре игра преобразилась. К слову, по задумке, у вашего персонажа отрываются 3 конечности, оставляя только правую руку, которой он и отстреливается от монстров при помощи пистолета и обреза. По задумке автора, действие игры развернутся
окажутся в секретной лаборатории на отдаленном астероиде. Вам придется вручную перезаряжаться, вытаскивая использованные гильзы и всовывая новые. При этом оружие и патроны занимают ограниченное место в инвентаре. В общем, разработчик точно следовал описанию жанра survival horror в Википедии. Кстати, на ютубе главного героя сравнивают с Джоном Уиком, так как он ловко передвигается при помощи одной руки и, самое главное, искусно использует разные виды огнестрельного оружия. В TapTap появилась страница игры Unknown Evolution. Сейчас можно скачать ее раннюю версию. Как описывает ее один из разработчиков, это RPG с элементами из рогаликов. По сути, вы проходите небольшие подземелья с изометрической камерой, уничтожая на своем пути демонов и боссов. Перед стартом можно выбрать 3 классических класса: паладин, маг и лучница. У них нельзя поменять внешность, но при каждом забеге вам будут предлагать рандомных персонажей, среди которых есть и жрец. На данный момент поигравшие сообщают, что у игры не очень хороший баланс. Что до управления, то оно понятное для фанатов Diablo Immortal, бег при помощи виртуального стика и активные навыки с кулдауном. Интересно, что в плане вдохновления разработчики указывают не Diablo, а Warcraft 3, Dota и другие кастомные карты. К слову, Unknown Evolution делают 2 разработчика при помощи движка Sparkle Creative Editor. Tree of Savior M – мобильная MMORPG, где игрок выбирает один из 5 классов, а также пол своего персонажа. Еще разработчики добавили простой редактор персонажа, но если лень изменять его внешность, то есть кнопка Random. Tree of Survival M предлагает коридорные локации, изометрический геймплей и текстовые диалоги. Важную роль в данном проекте играют местные купидоны. Они, как и питомцы в других мобильных MMORPG, дают бонусы. Например, ускоряют восстановление здоровья на 12%. В остальном же придется заниматься рутиной, выполнять задания на убийство мобов, повышать уровень и бегать по квестам в авторежиме. Так как Tree of Survival Sam мобильная MMORPG, то акцент делается на кооперативное прохождение с другими игроками и друзьями. Помимо этого можно вступать в гильдию и проходить специальные задания. Ну а если верить App Store, то в игре имеется английский язык. Armada Warship Legend – мобильная игра, снова доступная на Android в Филиппинах. Игроки здесь будут участвовать в пошаговых битвах, так что не ждите размаха уровня World of Warships. С другой стороны, данный проект предложит крутые кат-сцены с огромными призрачными ледоколами в качестве босса. Реалистичности тут лучше не ждать, а вот погодные условия, например солнечный день или пурга, влияют на ваши успехи во время битвы. Вне битв в Armada нужно обустраивать свою портовую базу, собирая ресурсы для прокачки имеющихся и создания новых кораблей. Постепенно игроки набирают уровень и проходят сюжетные задания, которые одновременно выступают в роли обучения. Разработчики данной игры обещают масштабную PvE-кампанию и бесконечный поток режимов, включая PvP, коллекционирование кораблей, исследование неизвестных океанов и так далее. Компания Mirari Co. представила новый 2D-платформер в жанре хоррор Dark Light. Игра сочетает в себе sci-fi дизайн и постапокалиптику. Игроку здесь придется сражаться с существами, которых нельзя будет увидеть без специальной технологии DLS и оружия на его основе. Соответственно, основные элементы хоррора будут отыгрываться за счет невозможности постоянно держать противников в поле зрения. В мире Dark Light человеческая цивилизация будет поставлена на грань выживания катастрофой планетарного масштаба. Гигантский радиоактивный метеорит врежется в Землю, и впоследствии животные подвергнутся мутации и начнут нападать на людей, а оставшиеся в живых люди частично превратятся в нежить. С помощью метеоритных обломков ученые будущего смогли создать оружие, которое может поразить твари. Главный герой будет один из элитных спецназовцев Союза воздушно-космических сил обороны. Wings of Heroes – авиасимулятор, который явно вдохновился War Thunder. Вероятно, она повествует о схватках самолетов разных наций, включая Британию, США, Японию и СССР, времен Первой и Второй мировых войн. Управление Wings of Heroes хоть и плавное, к нему надо привыкнуть. И вообще у вас будет 2 действия – изменение курса полета и увеличение или снижение мощности двигателя.
Legend Clover – изначально мобильная игра, которую выпустили в Японии, а теперь и по всему миру. Если в Legend Clover уровень вашего отряда превышает вражеский, то можно спокойно ставить игру на авторежим. В иных случаях рекомендуется ручное управление, иначе будете проигрывать. Кстати, данная игра принадлежит к жанру SRPG, а во время битв аниме-вайфу получат чиби-стиль. Интересно, что юниты в Legend Claw состоят из двух частей – основного героя и пехоты разного типа. Dark Throne: The Queen Rises – мобильный слэшер, в котором вы выбираете одного из трех персонажей без возможности сменить внешность и пол. Дальше, без какого-либо намека на видеовставку и сюжет, вы оказываетесь в подземелье с одним NPC и порталом, который переносит вас в подземелье. В нем главная задача уничтожить всех монстров. Из-за мрачной атмосферы и стилизованного интерфейса можно сразу понять, что Dark Throne – еще одна альтернатива Diablo Immortal. Конечно, игра звезд с неба не берет, для передвижения персонажа приходится тапать по нужной области на карте, в то время как та же Diablo Immortal предлагает виртуальный грибок. Еще вы заметите, что у героя нет анимации движения, он просто парит в воздухе. Но есть в Dark Throne: The Queen Rises и интересные моменты. Например, вы можете взаимодействовать с инвентарем, выкидывая ненужные предметы. При этом игрок способен швырнуть лут через полкомнаты, причем с анимацией. Также, если скрыть клиент, а потом снова открыть, то подгрузки не будет, отсоединения от сервера тоже. Теория Сигмы – симулятор главы специальной разведки для множества стран, включая Россию и США. Каждая страна дает свои бонусы. Вам предстоит устраивать шпионские операции, шантажируя, взламывая и соблазняя нужных лиц. Для этого нужно выстраивать отношения с более чем сотней персонажей – лоббистами, боевиками и политиками. Ваша команда будет состоять из 4 спецагентов, а всего будет 50 кандидатов. Каждый из них – это уникальная личность со своей ролью в команде. Кстати, в данном проекте есть наличие русского языка. Marvel Snap – необычная ККИ на смартфоны и ПК, где игроки собирают колоду из героев и злодеев вселенной Marvel. Официальная дата релиза данного проекта – это 18 октября. Ее раскрыли в свежем трейлере, где закадровый голос предлагает сыграть партию в Marvel Snap вместо чтения инструкции освежителей воздуха в уборной. Авторы Marvel Snap заявляют, что игровой процесс в этой ККИ проще, чем в пасьянсе. T3 Arena – мультяшная аркада и командный шутер наподобие Overwatch. Сейчас в него можно поиграть на iOS и Android через TapTap, включая Россию. В игру добавят нового персонажа по имени Гэтлин. По сюжету это скромная девочка, которая решила совместить свои навыки дизайнера и любовь к мехам. Суть Гэтлин в том, что при помощи своих специальных обилок она может наносить много урона и защищать себя с товарищами при помощи энергетического щита. Но есть одна проблема: вы сможете открыть Гэтлин только после достижения 30 уровня премиального боевого пропуска. Также, если вы считаете, что матчи в T3 Arena длятся очень долго по сравнению с предыдущими обновлениями, то после старта 3-го сезона это изменится. Казуальные режимы ускорят, причем условия для победы можно будет также выбрать в приватном лобби. Еще одно из нововведений T3 Arena – новая карта под названием Giga Cave Mine. Также разработчики добавят разные типы миссий, чтобы игроки быстрее накапливали ресурсы. Ну а социальные геймеры смогут делиться скриншотами и получать премиальную валюту, если по их ссылке в игру зайдет друг или знакомый. Project Eva – песочница по типу Rust, которую делают для смартфонов на движке Unreal Engine 5. Это сильное заявление, при том, что пользователи TapTap сравнивают новый трейлер с PUBG Mobile. На разных локациях стоит ожидать не только живых игроков, но и ботов, которые патрулируют важные участки карты. Это могут быть как рядовые враги, так и мини-боссы с уникальными способностями по типу ранящего крика, как в Left 4 Dead. В таком случае нужно или полечиться,
или оставить свое бренное тело и лут до следующего раза. В Project Eva будут разные биомы, например пустыни, заснеженные горы и типичные для Юго-Восточной Азии пальмы. Тем временем я рекомендую вам записаться на бета-тест через официальный сайт, ссылочки на который вы найдете в описании под видео. Также за предрегу вам выдадут награду в виде эксклюзивного аватара, стального топора и кирки. Echo Calypso – ролевая игра с аниме-стилистикой и айдол-элементами. Вам предстоит собирать группу из вайфу, прокачивать боевой пропуск и участвовать в автосхватках. Конечно, фишка Echo Calypso – это контент для взрослых, то есть откровенные модельки персонажей и наличие тентаклей. Нет, это не альтернатива Rise of Eros, которую вы могли бы увидеть в предыдущих видео, а скорее временная замена Никке. Так вот, разработчики Echo Calypso рассказали, что игру официально выпустят 20 октября на iOS и Android. Я ожидаю, что это будет глобальный релиз, но сейчас проект доступен в Юго-Восточной Азии. Пользователи Reddit отмечают, что после официального запуска множество функций быстрого прохождения контента в Echo Calypso будут закрыты за ежемесячной подпиской. Новый патч 2.0 Vera выйдет для глобальной версии Tower of Fantasy уже 20 октября. Тем временем инсайдеры уже говорят, чего стоит ждать от этого обновления. Первое, о чем пойдет речь, это новый персонаж Саку Фува, который перенесли с китайской версии. Это аниме-вайфу использует элемент лед и является персонажем уровня SSR. Так вот, тот же инсайдер передает, что Саки Фува перенесут на глобальную версию без изменений. Ее оружие Hardstream увеличивает урон, сопротивление и добавляют хп. А вот что касается режима Королевская битва, то тут все не так радужно. Данный режим может не успеть к релизу патча 2.0. Тем временем известно, что его разобьют на сезоны и дадут возможность играть как в соло, так и с командой. Интересно, что Tower of Fantasy показывает вашу статистику и роль в команде, показывая наглядно вам и потенциальным тиммейтам ваш любимый стиль игры. Отмечу, что в Королевской битве смогут участвовать до 48 путешественников с возможностью найти до 8 реликвий и оружий. E.T. Chronicle – мобильная игра с аниме-стилистикой. Издатель Bilibili выпустил ее в Японии уже 14 октября. Здесь игрокам предстоит взять на себя роль командира, который управляет группой из аниме-вайфу и сталкивает их с огромными оружиями, называемыми ETA. Сражаться придется на суше, в воде и в небе. История E.T. Chronicle повествует о нехватке ресурсов у человечества в ближайшем будущем. В итоге разные фракции начали появляться и сражаться за контроль над ними. Ну и последняя крутая новость на сегодня. CarX Street выбрала не лучшее время, чтобы выходить на смартфоны, так как тестировщики уже вовсю пробуют Need for Speed Mobile. Новым видео с геймплеем поделился пользователь Twitter под ником Дэнни. Он сообщил, что это на самом деле Need for Speed Mobile с открытым миром. Данную игру делают на движке Unreal Engine 4. В ней будут лицензированные машины по типу Lamborghini Aventador, показанной в новом трейлере. Для этого инсайдеру пришлось нарушить договор о неразглашении информации. Отмечу, что неделю назад для Need for Speed Mobile начался приватный бета-тест. Данную мобильную гонку еще не анонсировали официально, как это было с Call of Duty Warzone Mobile. Судя по новому трейлеру, Need for Speed Mobile берет вдохновление у серии Asphalt и Ace Racer. Аркадная езда и отсутствие системы повреждений на это намекают. В Need for Speed Mobile будет открытый мир, карту для которого чуть переделали и взяли из Need for Speed Heat. Не забывай ставить лайк под этим выпуском, а также писать свое мнение насчет его. Также, если ты вдруг еще не подписан, то подпишись на канал Dietrich TV, перейди на канал и посмотри другие выпуски. Там-то ты уж точно найдешь игрушку под себя. Ну а я вас всех крепко обнял, всем удачки, пока-пока.